Привет, друзья! Хочу показать, какие машины достаются в Германии бесплатно, за которые вообще ничего не надо платить. Вот так вот они выглядят. Некоторые еще ездят, у некоторых некоторые проблемы бывают. Вот это вот, например, Suzuki. Так, по кузову вроде еще ничего. Ну, у нее был, что ли, там ремень соскочил, что-то такое. Альфа до последнего ходила. 98-го года, 1.8 мотор. Мотор работает еще замечательно. Но как бы она больше уже никому не нужна была. Позвонили, сказали, приезжай, забирай. Платить ничего не надо было. Пробег еще 150 тысяч. Вот так вот выглядит. Ну, машины, наверное, все пойдут теперь на металлолом, потому что делать уже с ними нечего. Никто не интересуется. Пытался даже продать за 100 евро, никому не надо. Suzuki аналогично, в принципе, тоже никому не нужна. Вот это вот Kia Rio 2003 год, 90 тысяч пробегу, точно так же была за бесплатно. Не знаю, что с нее получится. Так вот, тоже точно так же. Хотим за нее примерно там евриков 200. Тоже уже никому не нужна. Потому что, наверное, много ржавчины. Ну и, в принципе, такая машина не совсем покупаемая. На этих двух машинах документы есть. На этой машине не было ни ключа, ни документов. Ну, там один был документ на нее, в принципе. Но он уже ничего не дает. Так, ну, конечно, мой фаворит. Это пару дней назад притащил вот эту вот Mitsubishi. Поехал, бабуля позвонила, говорит, у меня есть Mitsubishi. Приедь, забери. Ну, думаю, ладно, пойду посмотрю. Не сказала, не знала никакую марку, ничего. Говорит, машина сына. Я ничего сказать не могу. Приедь, сперва посмотри. Ну, короче, платить за нее ничего не надо. Думаю, ну ладно, на обум поеду, погляжу. Так вот, когда приехал, вот такое чудо встретил. Смотрите, мотыжина 2002 года. Стекло разбито. По кузову ничего. Но потом, в конце концов, оказалось, что тоже нету документов. Ничего в ней не оказалось. Но это, конечно, в принципе, не удивительно, потому что салон выглядит тут у нее таким образом. Наверное, документы, может быть, даже где-то еще здесь и лежат, но я вроде прорыл, ничего не нашел. Смотрите. Ну, в принципе, не страшно. Ездил я всего лишь там, по-моему, 50 километров за ней. Это нормально. Смотрите, как выглядит все. Пустые банки валяются из-под йогурта или из-под сметаны, из-под молока, из-под масла. Это всего. Также лежат стекла здесь на сиденье. Сиденье, кстати, еще не поднимал, не смотрел, что там такое. Но работаю только в перчатках. Так вот. В багажнике то же самое. Человек до последнего ездил на ней. Как бы не сказать, что они просто мусором ее забили. Тут лежит еще одна запаска вроде была. Шторка. Ну, я скажу так, тут можно будет бутылок только сдать. Наверное, на евро в 10. Таким вот образом выглядит. Стекло разбито, потому что этот хрен оставил ключи торчать, она у него закрылась. Он говорит, для меня самое лучшее было разбить окно. Вот так вот выглядит, смотрите. Вот здесь, ну так, немножко тут вот в ногах валяются вилки всякие, пластиковые ножи. Ну, тут всякие, тут от конфеток завертки. Тут я еще не рылся, не смотрел, что там есть, деньгу найду. О, денежки есть. Так что, видите, машина уже отбивается сама. Я еще не смотрел, смотри. Ну, как всегда, я центы никогда не собираю себе. Я их собираем, у нас есть такая баночка. И мы потом их отдаем на пожертвования. Потому что такие деньги я не люблю с машины. Вот, смотрите, еще сколько всего. Вот сейчас все раскидал. Вот это все копейки, это получается тут сколько? Ну, немного, но 50 центов человек оставил. Тут точно так же сметана всякая непонятная. В бардачке выглядит тем же самым образом. Зонт складной, японский, дамский. Вон тот, вон, смотрите, еще один зонтик.
только сейчас, сразу был не заметил. Смотрю, еще 2 пачки сигарет лежат. Еще даже запечатанные. Видите, с такими же картинками, наверное, как у вас. Вон сигареты стоят в Германии 7 евро. Вот 14 евро. Так, тут что у нас? Еще какие-то бумаги, но, к сожалению, документов нет. Документами, может, еще потянуло бы на каких-нибудь там 200-300 евро, наверное, машинка. Видно, были у нее алюсы, потому что вот тут у него всегда с собой, наверное, болты возит, гайки. Такая вот машинка. Ну, самое главное, завелась, даже не надо было стартовать ее. Вон, кондер есть. Вот компьютер. И заводится. Работают часы. Могу показать, как под капотом выглядит еще. Побольше таких машин ездила, то пошла больше на болты. Но это уже как бы редкость. Дворник работает. Один, к сожалению. Клима, наверное, не работает, но может потому что просто холодно. Такая вот машинка. Ну как бы так, конечно, люди автомобили не отдают прямо так вот каждому прохожему. Естественно, надо в этой сфере немножко работать. И такие случаи потом получаются. Так вот, ну часто собирается. Вон там у меня сзади целый такой калашный ряд стоит. Там точно так же. Все ждет своего времени, когда мы всех увезем уже на металлолом. Как бы ничего с ними уже не сделаешь. А может быть, еще бы где-нибудь в другом месте катала кого-нибудь. Итак, ребят, ну, были варианты, что получали прям очень хорошие машины за бесплатно. И точно так же продавали их хорошо. Ну, есть, конечно, вот такие. Сейчас в данный момент могу показать только вот это все. Вот так это выглядит все, вот этот вот металлолом. Давайте, ребята, пока.